Осталось всего лишь 30 дней до Нового года, а ты еще не знаешь, что подарить своим близким? Тогда смотри это видео 100 идей для подарков на Новый год и не только. Если вступление было немного кринж, дайте мне знать обязательно в комментариях. Всем привет, я Ри. Мне правда очень приятно, что вы пишете комментарии, особенно люди, которые пишут под каждым моим видео. Это так приятно. Такое ощущение, что я этого не заслуживаю. Спасибо большое. Перейдем к тематике видео. Я выписала сюда более 100 подарков. И я думаю, что я наговорю немножечко побольше, чем 100. Я не стала разделять подарки на ценовые категории. Почему, когда я записываю видео, каждый раз скорая куда-то едет? Та же самая свеча в фикс прайсе за 100 рублей и в каком-нибудь специализированном магазине для дома такая же свеча будет за 1000. Везде можно примерно найти аналоги. Небольшое такое предусловие тому, как я подхожу к подаркам. Я люблю дарить несколько подарков, которые дополняют друг друга. Я забочусь о человеке и дарю все, что понадобится для использования того основного подарка. И когда я выбираю подарок, всегда опираюсь на вкусы человека, где он живет, на тренды. Мне самой очень приятно получать подарки и также их дарить. Господи, я правда сентиментальная, для меня важно все это. Ладно. Все, забыли. Переходим, в общем-то, собственно, к подаркам. Затянутое начало получилось немножко, извините. Дальше будет хуже. Постаралась в своем списке соединить вещи, чтобы они были взаимосвязаны. И этот список у меня будет либо закреплен в комментариях, либо в описании. Первое — это свечи. Свечи есть абсолютно сейчас разные. Есть даже боксы, где можно свечу сделать самому, соевую, там, сыпучую и так далее. Большой выбор сейчас. И также можно к этой свече подарить подсвечник. Есть маленькие, как тарелочки, высокие, если они подойдут под стилистику дома, благовония, и к ним подставка, диффузор Пало Санто, если я правильно произношу, и тоже к нему желательно купить какую-нибудь красивую тарелочку. С тренда все еще не уходит у нас закатная лампа, гирлянды, есть гирлянды шторки, маленькие налески, чтобы что-то обмотать. Также очень прикольная идея, которой я прям загорелась, это есть такие гирлянды на прищепках, распечатать фотографии и прикрепить их. Я подумала, что это замечательный подарок будет для бабушки, распечатать нашу семью, очень трогательно и красиво. Если человек любит что-то снимать, какой-то контент или фотографироваться, хороший подарок — это кольцевая лампа, маленькая, она стоит не так уж и дорого, и это, мне кажется, хороший еще вклад в развитие человека, в его творчество. Далее, пижама с новогодним принтом или просто какая-то мягкая, плюшевая. Очень прекрасно дополнить эти холодные зимние каникулы. В комплекте могут идти новогодние носки, тоже с новогодним принтом. Не просто какие-то аляписты непонятные. Не каждый человек носит яркие новогодние носки просто в повседневной жизни. Но дома новогодние прикольные носки на каникулы зимние самое то. Я любила, когда моя подружка дарила носочки. Всякие там с пингвинчиками. Обезьянка была, по-моему. Новогодний шарф. Мягкий, приятный подарок, уютный. Варежки или перчатки. Вот для Сибири и Урала это вообще самая необходимая вещь зимой. И к варежкам и перчаткам можно добавить грелку для рук, шапочку, шапку-ушанку. Ну и куда же дома мы без теплых, уютных тапочек? Я вам сейчас набросаю быструю идею. Скомбинировать можно уже вышеперечисленные подарки и докупить туда какао, пересыпать в какую-нибудь баночку, купить маршмеллоу, тоже пересыпать красиво в баночку, их подписать. И это уже такой кьюти подарок получается, это забота о человеке. Будет ваш человечек на каникулах, а возможно вы вместе заварит себе какао с маршмеллоу,
будет сидеть в вашей уютной пижамке, смотреть какой-нибудь новогодний фильм. Обыграть можно любой подарок. Если вы не из такой холодной Сибири или Урала, то классно подойдут такие наушники пушистые, светленькие, беленькие, теплый новогодний свитер, плед, любой абсолютно. Можно новогодний, можно просто красивый. Постельное белье, кстати, поверьте, очень нужный подарок. Особенно хорошее постельное белье. Мерцающая соль для ванны, бомбочки для ванны, пена, эфирное масло. Можно его добавлять в ванну, или есть специальные тоже подставочки, куда ты эфирное масло капаешь, под него свечку, и как бы очень вкусно по квартире пахнет. И также можно все это дополнить маслом для тела, потому что зимой как бы сухо, холодно, кожа трескается, и масло будет прекрасно увлажнять кожу. И для меня стало небольшим открытием, что существуют твердые шампуни. Возможно, это я динозавр. Мне кажется, можно человека этим удивить. Если у человечка есть какие-то задатки, бармены, то можно подарить капучинаторы для сливок, турку, сиропы сладкие, сахар, без сахара, просто перфект для всех. И также можно это все дополнить набором для бармена, если человечек любит на вечеринке какой-нибудь делать напитки различные. Мне кажется, это будет must-have. И ко всему этому добавляем камни для охлаждения напитков или формочки для льда. Слово этого видео — это тренд. Трендовые бокалы для алкогольных напитков. Если ваш человечек теряет часто вещи, то тогда ему очень пригодится Bluetooth трекер, чтобы находить свои вещи. Если вы точно знаете, то хороший подарок — это курсы или сертификат спа, спортзал, танцы. Если, опять же, вы об этом знаете, что человек туда хочет, но по каким-то причинам не решается. Такой более тонкий подарок — это поход к специалисту, психологу. Но это прям вот надо 10 раз подумать, наверное, прежде чем такое дарить, потому что не знаешь, как к этому отнесется человек. Адвент-календари можно купить в магазинах, а можно сделать самому. Там на неделю, на 2 недели, на месяц. Это очень классный подарок, особенно если он будет сделан своими руками. Комнатные растения, настольные игры, беспроводная зарядка, беспроводные наушники, это могут быть маленькие или большие, микрофон. Можно подарить такую петличку, если человек что-то снимает на телефон, допустим, или более профессиональный для стримеров, или чтобы записывать песни. И это тоже такой небольшой вклад в человечка, в его творчество. Подставка для ноутбука или же мини-клавиатура для планшета с мышкой, беспроводные. Если ваш человечек с чувством юмора, то, мне кажется, такой забавный подарок — это туалетный коврик в виде поля для гольфа. То есть, вы понимаете, да? Пока проводишь долгие минуты, можно поиграть, забивать шарик в лунке. Или, допустим, вы считаете, что у человека все есть. Приведу в пример пиво. Можно подарить ящик пива, налепить на него глазки, допустим, какие-то ушки сделать, такие небольшие, там, в виде рогов. Мне кажется, это тоже очень забавный подарок, это может быть все что угодно. Банки фрутоняни, если любит человек. Главное проявить фантазию, если вы все-таки думаете, что у человека все есть, ему ничего не надо. Графин в виде глобуса, полотенечко для кухни или для ванны, но однотонный или с небольшой такой вышивкой, чтобы оно было аккуратненькое и красивое, не аляпистое. Классическая шкатулка для часов и очков, набор для специй, косметика, допустим, корейская, или пить бренд, который человек хочет, сильно-сильный или пользуется им. Главное, чтобы вы точно знали, что у человека нет на какой-то определенный продукт аллергии. Коллекционный став, ретро-машинки или фигурка из аниме. Тоже большой-большой выбор. Книги, комиксы, манга, канцелярия, новогодняя или просто мило, или офисная, ретро-камера или фотоаппарат с пленкой. А если что-то выбирать
более современно, то можно выбрать Instax и для него специальные картриджи. Бокс с азиатской едой. И туда тоже какие-нибудь маленькие сюрпризики положить, там в виде карточки с айдолом, аниме и так далее. Все что угодно. Боже мой. Чайничек для заварки. Или же есть чайнички для заварки с деревянной подставочкой. Туда ставится свечка в виде таблетки, поджигается и чайничек подогревается. И в приложении к этому можно подарить рассыпной чай новогодний. Это с ароматами корицы, имбиря, цитруса, мандаринки, ананаса. В общем, все, что напоминает Новый год. Еще очень приятно, когда задумываются о животных твоих. Если у вашего друга, знакомого есть питомец, то можно тоже подарить небольшой подарочек. Это какую-нибудь небольшую вкусняшку, косточку, маленькую игрушку. Человеку тоже будет очень приятно, что вы позаботились о его члене семьи. Украшения, но в основном я говорю про бижутерию. Это тоже всякие трендовые кольца, подвески, серьги, массажеры для тела, для глаз, для ног. Если человек очень много сильно работает, очень много напрягается, и вот чтобы в конце дня мышцы как-то расслабились, тоже подарок very good. Увлажнитель воздуха. В квартире сухо, и вот как раз таки в такой период увлажнитель очень подойдет. Соляная лампа. Красиво и полезно. Складной винный столик, к нему можно подарить еще бутылочку хорошего вина и какие-нибудь закусочки, это сыр красиво нарезанный или какие-нибудь орешки. Столик для завтрака или для ванны. И самый тоже такой must-have – это чехлы для телефонов. Всегда актуально, главное знать вкусы человечка. Набор для йоги – это гимнастический коврик. Лучше купить немножечко коврик подороже, зато он будет качественнее. Также кубики для растяжки и ленту. Хорошая комбо. И в каждый такой подарок можно еще вложить печеньки имбирные, которые вы сами приготовите. Их лучше готовить в самый-самый последний момент, чтобы они были мягкие, максимально свежие, не жесткие, ароматные. Ортопедическая подушка. Это уже такой пошел набор подарков для 20+. Рюкзак с USB. Сумочка, шопер плюшевый какой-нибудь такой уютненький. Необычная посуда. Карманная соковыжималка или миксер для смузи, тоже маленький. Хорошее термобелье, никому еще не помешало. Мягкий чехол для руля. Есть также чехлы для автомобиля с подогревом. В зиму самое то. Брелок мягкий, портмоне, визитница. Максимально бюджетный подарок – это баночка с пожеланиями. Это пожелания могут быть, чтобы человек открывал их на протяжении недели, 2 недель и так далее. Трендовые очки, зеркало, беспроводной геймпад, картина по номерам, алмазная картина. А если вдруг человек это все уже испробовал, то есть уже новые аналоги, это картины из эпоксидной смолы. Аэрограф можно использовать любым творческим людям, которые красят, делают макияжи, делают ногти, что-то из выпечки. Это необычный подарок. Даже если человек об этом не задумывался, то в его творчестве это может быть новая ступень. Может быть, он себя даже в чем-то новом найдет. Домик Лего, трек-пластинка, пластинка с альбомом любимой группы или исполнителя. Для меня было тоже открытием, что существуют ежедневники с портативной зарядкой. Весьма удобно, потому что можно на протяжении дня записывать, и также, если телефон разряжается, раз и зарядить. Часы спортивные для спортивного человека, если вдруг у него этого еще нет. Вязаный букет, чтобы цветы и память о вас никогда не завяли. Набор для рисовых шариков, чтобы делать онигири. Парфюм, который нравится человеку. И про какие-то такие более дорогие подарки я их не стала сюда вписывать. Это телефоны, планшеты,
робот-пылесос и так далее. Если есть на это возможность, то, конечно, для человека близкого никогда это лишним не будет. Собственно, я перечислила более 100 подарков, и я надеюсь, что в течение этого ролика вы еще что-то придумали, вы можете об этом написать. Конечно, в первую очередь нужно слушать своего человека, которому вы что-то хотите подарить. Любую, даже самую простую вещь можно адаптировать в какой-то невероятно классный подарок. Да, возможно, это будет что-то непамятное, но в моменте это будет очень весело и смешно, мне так кажется. Этот момент просто запомнится. Надеюсь, я вам помогла. Если я что-то еще придумаю, я дополню список, поэтому можете почитать еще последние пункты. Всем большое спасибо за просмотр. Но если вы досмотрели это видео до конца, оставьте вот этот смайлик, эмоджичку. И мне будет приятно знать, что вы досмотрели это видео до конца. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.